Господа, вы давно присматривали необходимую себе машину, но ценник на нее растет в космос, или наоборот, ценник стоял, а сейчас объявлена акция и можно неплохо сэкономить. Всей суммы у вас на руках нет, но это не проблема, потому что существует автокредит от Тинькофф. Это самое время взять и купить то, что давно хотели. Кредитный лимит составляет до 3 миллионов рублей, при этом автомобиль вы выбираете полностью сами. То есть какой захотели, такой покупаете. Новый или даже бэушный, если вдруг захотели. Для оформления кредита не нужно всяких справок о доходах, невероятных историй, еще беготни по кабинетам, достаточно просто паспорта. При этом срок погашения кредита составляет до 5 лет. Многих раздражающих услуг типа навязанного каска и всяких допов здесь, конечно же, нет. И не нужен даже первоначальный взнос. Вы покупаете машину самостоятельно, полностью самостоятельно, без участия банка. Но если захотите, то банк сам за вас проверит машину по всем необходимым базам. Там, на залог, на стоп-учет, по судебным приставам, по розыску и так далее. Так что автокредит Тинькофф — это реальный способ взять и сэкономить сейчас, потому что завтра ваша машина может быть сильно дороже. Все необходимые ссылочки в описании. Проходите, ознакомьтесь и пользуйтесь. Господа, здравствуйте! Добро пожаловать на эту небольшую техническую серию по антигелику. Да, машина уже рядом, уже с нами, но потому что в этот раз мы решили не мучить вас кучей подробностей по железу, как крутятся гайки, а сделать сразу все и в одном видео. Сейчас эта машина обладает мощностью, ну, по крайней мере для вас, 400 лошадей и 500 ньютон-метров крутящего момента. И едет она до 100 4,2. И по современным меркам, я думаю, многие из вас согласятся, это мучительно долго. Многие скажут, что S4 тоже едет 4,4, это долго, но там есть квадростарт, это другое, это машина про эмоции. Это машина про скорость, про то, что она должна быть самой быстрой. И в одной из последних серий, которая вышла более чем 2 года назад, мы вам сказали, что это будет проект Anti-Urus. Urus, конечно, уже далеко не свежая модель на сегодня, но едет он 3,7. Так же примерно, как и Гелендвагены последнего поколения на хорошем, крепком чипе. Они едут тоже 3,7. И в этой серии наша задача поехать, ну, как минимум так же. Те же самые заветные 3,7 на УАЗике. Суть до дела, но УАЗику нужно быть быстрее. Еще в прошлой серии, которая также была там почти технической, о которой мы были в Сочи, кстати, мы вам говорили, что нужен новый мотор. И в этот раз он уже начинает собираться. Те самые 4 дня, которые были 2 месяца назад, наконец-то прошли. Мотор приехал с Росточки, и сейчас мы его будем собирать. А все для того, чтобы приобрести 650 лошадиных сил в УАЗике. И у нас есть один интересный вопрос. Поскольку это самый первый в моей жизни кастомный мотор, я легко понимаю, сколько стоит соотношение рубля к лошадиным силам. И пока Денис гуглит принцип работы четырехтактного двигателя, в принципе, перед тем, как собрать нам все-таки четырехтактный же двигатель, да, 8-цилиндровый, видишь, я угадываю. Мы, в принципе, уже все более-менее понимаем, о чем говорим. Самое интересное, сколько это будет стоить, Дэн? Вот реально, сколько может стоить такой мотор? Ну, не в нашем случае вообще. 8-цилиндровый или 6? Ну вот я хочу 8, да, на 650. Ну хорошо, второй Джей на 650 сил. Сколько может стоить? Из того, что ты уже собирал, к примеру. Ну, я думаю, что до миллиона можно собрать. До миллиона рублей. Это не на жирных компонентах. Это турбина, форсунки, вкладыши, без всяких там распредвалов. То есть, ну, такой. Вот вам и простой ответ, почему мы всегда берем доноров. Потому что Ренжа мы взяли за 700, вытащили из него мотор. Там, правда, у нас 510 сил, но можно было еще подраскачать. Остатки потроха сдали на разборку, получили с них еще 200, а Ренжа распилили, получили газель. Профит. Когда ты собираешь себе полностью кастомный новый двигатель, это абсолютно невыгодно и бессмысленно, а значит идеально нам подходит. Из чего складывается такая цена? Естественно, запчасти на УЗ можно было купить из простого там, да, на Алиэкспрессе, самые подешевые там найти. Можно было там что-то подобрать, допустим, шатуны от первого УЗ и так далее. В нашем же случае, поскольку всем заведует Денис Роше, он нацелен на топовый результат, и еще ни одного твоего мотора, как ты сказал, не легло, да?
Ну, конечно, моторы по 2 мульта стоят, еще бы они ложились, потому что мы покупаем просто самое топовое железо. И в данном случае это меня полностью устраивает. То есть берутся вот такие максимальные практически шатуны, хотя я, слушай, заикаться начал прям. Я когда на шатуны и так далее. Шатуны, шпильки, поршня и прочее. И как мы уже говорили в прошлых сериях, проблема в том, что все это едет из Америки. Естественно, все это ехало очень долго, как мы говорили в прошлых сериях. Естественно, очень дорого. И, естественно, не гарантия того, если вы закажете это сегодня, что она вам вообще приедет. Может прийти так называемый бэкордер и заказ правов лица. Я понял, что если раньше я все время называл, какой сегодня день, а сегодня 18 августа, то есть проекты, в которых нужно уточнять, какой год, чтобы потом на монтаже понимать, сколько мы это строим. Так вот, господа, 18 августа 2022 года. Мы по-прежнему хотим выехать к сезону на УАЗике. По-прежнему нет никаких препятствий. Сезон, в конце концов, как кончится, так и начнется заново. И в данном случае прогресс уже налицо, потому что мотор наконец-то эпическим образом заехал в машину. Наконец-то состоялась свадьба. Горько, молодым, здоровья, счастья, под торжественные выстрелы дагестанцев все произошло. Мы на местности. Дальше предстоит поставить кульки от Ford Raptor F-150 с вентилятором. Очень много вопросов с охлаждением, потому что радиатор охлаждения начинается здесь. Он со временем, видимо, у него планка прогнила, то есть в стоке-то радиатор стоит здесь, но, сами понимаете, машина не новая, поэтому радиатор просто упал чуть ниже, и теперь он, получается, ну, частично торчит сюда, перед ним стоит маслокуль, и частично торчит сюда, но огромная его часть перекрывается, естественно, бампером, и резать здесь чего-либо не вариант. Картонку уберем, да, на всякий случай. Или сразу в зиму поедем, поэтому точно я понял, Дэн знает, когда проект выйдет из бокса, поэтому уже сразу картонку ставит на радиатор. Думая о будущем сегодня. Да, вот это правильно. Но исходя из этого, вы примерно понимаете, когда вы это смотрите. Потому что я пока не очень понимаю, но тем не менее. Мотор собран, он на катушках от Audi R8. Все как у Audi S4. А теперь везде примерно двигатели выглядят одинаково, что приятно. Везде огромная турбо. Это же 35-й, да, у нас? GTX. Примерно как у Audi, кстати. Audi, по-моему, 37-й стоит, если не ошибаюсь. Там какой-то клон Гаррета, и он какой-то большой. Вот примерно вот такой же. Только здесь его раздувает 4.3, а там его раздувает 2.2. Нажать отсечка будет гражданская, 6500? Нет. Нет? Ну, я думаю, поболее. Поболее? Как интересно. Что-нибудь 7,7. Вэшка на 7. И что-то около 600 сил. Ну, в общем, в любом случае, даже когда это все заведется и поедет, я себе очень четко понимаю, что это только середина. Потому что коробка сразу, естественно, сгорит. Этот айсин не может держать ни столько момента, ни столько мощности, ни вообще всего вот этого вот.
Но благо за время работы с Audi S4 я понял, что к этому мотору можно поставить 8 HP 70 от Range, от BMW, от Mercedes, от чего хотите. Audi еще любит очень 8 HP коробки. В общем, это коробка, которая ставится на все, в том числе на RS серии, на M серии, на CS Competition серии, на самые заряженные ставится уже давно 8 HP 70 или 8 HP 90 уже даже вышло. Grand Cherokee Trackhawk ездит на ZF 8 HP. Таким образом, мы точно знаем коробку, которая переварит все. И самое главное, ребята из iPac, из Pacman Soft, они делают блоки управления электронные для этих коробок. Таким образом, мы точно знаем, как мы это решим. Уже в этот раз не будет этих вот многомесячных страданий с тем, как бы реализовать трансмиссию. Да, исключая момента, что на ZF раздатка в другую сторону выходит. Ясно. Не думай о том, что может кончиться плохо. Продолжаем. Спустя некоторое количество дней и сотен тысяч рублей мы снова оказываемся под УАЗиком, но потому что мир кастома он такой. Приходишь ты, не приходишь, это не важно, там работы идут, не идут, это тоже никак не связанные процессы вообще, но мы оказываемся уже под машиной, потому что, как вы поняли из предыдущей заставки, двигатель на месте и более-менее уже все скомпоновано, процентов типа на 95. Снизу у нас, конечно, мир радиаторов .rf, то есть, в принципе, любые форм-факторы, размеры, применяемость, все это теперь есть в УАЗике. У меня теперь как Bugatti Veyron, в нем радиаторов просто на все случаи жизни. Хотя, по сути, естественно, они все отвечают за стандартные функции, просто очень большие, жирные. Снизу у нас аж вот так даже радик стоит, с него и начнем. Это масло-радик, то есть это радиатор охлаждает масло, которое в двигателе. И он для масла радика очень большой. Ну, мы, конечно, видели радиаторы и побольше в ультратанках. Там вообще камазовские радиаторы на коробку. Но здесь радиатор коробки, он вот такой. Он еще, можно сказать, человеческий, хотя тоже далеко не маленький. За ним у нас стоит основной тосольный радик. И вверху у нас интеркулеры. Их сейчас интеркулеры там тоже просто вот такие огромные. Их пока отсюда не видно. И даже масляный фильтр у нас вынесен так, чтобы тоже был на охлаждении. И как-то хоть участвовал в процессе вот этого всего понижения температуры. Количество вот этих масляных шлангов, они все сечения лютейшего, просто оно огромное. Идем дальше, и мы видим поддон двигателя. За этим у нас, за родным поддоном двигателя, у нас родной поддон почти родной коробки, которая, я уверен, ляжет на первом же выезде, в этом никто не сомневается. Датчик температуры, который кастомный, более не понадобится, потому что АЕМ-мозги смогут выводить температуру коробки на приборы теперь, а раньше, естественно, родные мозги этого не умели. Выше всего этого кроется турбо у нас, огромная там... Жуть, страх. Здесь еще будет у нас не отливайка находиться, под это все вот трубочки, сюда располагается это, ладно. Вот это, Денис сказал, называется скример. Вот это новые для меня перверсии, которые я наблюдаю в автомобиле, но тем не менее они есть. Значит, что когда оборотов будет очень много, а потом я резко отпущу газ, отсюда будет... Нет? Когда, наоборот, ты будешь газ давить, турбо будет передувать, гейт будет открываться и сбрасывать... Просто сюда лишнее, да. Именно сюда. Да. Потому что если гейт сбросит туда, там будет Хиросима. Там плов вообще. У нас же и блоуф, и гейт, ёптель. Нет, я просто привык, что как обычно, как на морчках, легкий бустап и блоуф. На всех турбовых есть на холодной части блоуф, да. А на горячей части гейт. Да, я понял. Хотя гейт, на самом деле, у блоуф вообще в целом не очень правильно, конечно, но... Ну пусть лучше богатит, я считаю. Нет, у нас не будет ничего богатить. У нас тачка будет устроена не на мафе, а на мапе. Я понял. Да, ничего себе. Вот этого я не знал. Здесь все будет работать правильно. То есть тот самый случай, когда блоуф стоит правильно. Тот самый редкий случай, кстати, внимание, МРК-образный. Это для вас, ваш огород камень. Далее у нас начинается выхлоп. Выхлоп 90-й.
Сатанинский, основная магистраль, это которая прямо идет, Банка. Значит, Банка не сильно вот прям отличается от основной трубы. Это все очень страшно выглядит на самом деле. Камера не передает, это просто ужас. И туда это все уходит, это одно. Ну, соответственно, выхлоп, как и прежде, остался управляемым. Только теперь у нас в стороны расходятся 63-е турбы на электронно управляемых заслонках. От вакуума отказались, потому что в турбомоторе с вакуумом вообще дела не очень. Нужно ставить ресивер, клапана, туда-сюда, короче, это сложно, поэтому проще перейти на электрические. И выходят они по старинке также все в порог вот сюда. Только они теперь 63-е, им прятаться уже чрезвычайно под этим порогом сложно, но посмотрим. Были 63-е здесь? Да ладно, да погоди. Но срез, значит, был наряднее. Ни хрена не влезет, но я сейчас тут вот ты смотри, какая суета. Смотри, как было. Сделай, как было. Да? Да. За сим далее мы имеем все, как и было. Штатный редуктор, царствие ему небесное. Всего я вообще не представляю просто, какое количество мощности будет сюда приваливать. Кардан, скорее всего, тоже, естественно, у нас исполняет свою последнюю лебединую песню на первых тестовых выездах. Поэтому вокруг меня понадобится огромное количество бетона, а на мне огромное количество защиты, шлемов и перчаток, скорее всего, для того, чтобы все было в порядке. Ну а для всех других ситуаций в любом случае будут переключатели режимов. Боевой или круизный. На круизном можно будет ездить вне боевых и более безопасно, соответственно. Что очень сильно радует. Сверху легче не становится. Моторы и радиаторы тосольные и прочее у нас внизу, а то, что вы видите сверху, это кулек. Кулек, вернее, даже двойной. Это два кулька из двух кульков от Раптора, Форда F-150 сделали один кулек для антигелика. Следовательно, были изготовлены штатные банки справа и слева, а кулька здесь у нас получается два. Они вот так соединены, тут идет некий разделитель потоков, это все так, короче, охлаждается. Пайпы, я чувствую, какие-нибудь 110-е, 102-е. Нет, как выхлоп всего лишь. 90-е? А выглядит прямо мощно. Вот 102 на впуске. Вот он, 102-й. Да. А это тут 90-й. Да. Да все очень дофига. Это получается не завод, что ли? Ну, получается так. Ну, возможно, не точно, надо сверить. Может быть, были экспортные версии, собственно. А огромный клапан на blow-off, который будет делать... Естественно, все как мы любим. Ну, отдельные у нас бачки здесь масляные. Это у нас бачок, я чувствую, или под гидрач, или под что-то вот это. Это уже, а там маслопомойка. А, я понял, вот это охлаждайка. А это такая масло, вот Oil Catch. Вот про что я говорил, что маслопомойка, которая нормальная, козырная, а не с AliExpress, как у нас в S4, она должна выглядеть вот реально примерно так. Это просто огромный бак 5-литровый, в который можно, когда оно заполнится, просто его на продажу выставляешь. У спортсменов же масло обычно не бывает с большими пробегами. И все, оно просто отскакивает, а у спортсменов масло-то еще крутое. И, соответственно, это у нас обычная горловина для заливки уже охлаждающей жидкости. Короче, ребята, все огромное. Компоновка под капотки меняется глобально. Только остаются тормоза на старом месте стоять, потому что они заранее были хорошие заточены. И АБС с бачком омывайки. То, что там у нас в той части тоже поменяется, но аккумулятор останется здесь же, а вот тут еще какой-то уже блок управления чем-то. Это что такое? Это на проводку. У тебя же не только коса делалась, А вообще целиком? и подкапотная коса переделывалась. Короче, тут прям все теперь обалдеть, ребят, как с этим надо жить и разбираться и понимать вообще, что к чему. Потому что от старой машины здесь практически ничего, я прям не узнаю его вообще, что это происходит. Но таких кульков я реально еще никогда не видел. А вот ты такой куда-то уже делал? Такой толстый нет. А зачем ты так сделал такой толстый? Ну, потому что у нас здесь площадь достаточно небольшая. А, продувки мало. И у него еще будут вентиляторы. Да, это будет интеркулер, который еще и с вентиляторами двумя. Обалдеть, чтобы он мог продуваться, даже когда едет медленно или, допустим, после там навала с перекрестка, типа встал, на следующем перекрестке стоишь, и за это время тут еще все охлаждалось. Очень интересно, какая температура будет под капотом. Будет ли вообще плавиться при этом машина или нет, пока что на все эти вопросы ответа нет, только практические испытания покажут. Но, выглядит просто страшно, просто я уже начинаю переживать. Мало кто верит, но мы когда обычно снимаем видосы, я вот перед стартом стою, особенно на УАЗике с кем-то ты стоишь, тебе реально страшно. Каждый раз тебе страшно, потому что это не ваша серийная RS7 на арабском чипе от Вазгена. Да, это Вазген, который уехал в Эмираты, и там чипует ваши RS7, так и есть. Здесь все прям на удачу, это как muscle car, то есть он действительно хочет тебя размотать постоянно, и ты это понимаешь. Нету стопроцентной гарантии, что ты достигнешь скорости 100 км в час живой. Поэтому сейчас я уже на это смотрю, я уже вперед эти ощущения представляю, и, блин, поеду домой на Range Rover, 105 лошадиных сил.
Вот там уверенность бешеная во всем, и все будет в порядке, но чуть позже. Здесь страшно, реально страшно. С шасси-то все то же самое. Его никто не считал, ничего не делал. Нет, я часто в видосах своих стою, выеживаюсь, и зрителя просто говорю, что что ты тут мне говоришь, что поперек борозды, я все знаю, что все будет нормально, я понятия не имею, что будет дальше. Но верим в лучшее. А конечный вид подкапотки у нас, как всегда это и бывает у Дениса Роше, крайне нарядный, крайне аккуратный, крайне позитивный. Все прямо на что не взглянешь, радуется глаз. Все крепления свои, аккуратные, все трубки, где нужно, в броне, в оплетке. Ну прям чувствуется, что человек не вчера начал заниматься своим делом. Это очень круто, потому что Денис, напоминаю вам, если что-то он не может закрепить нормально, он варит кронштейн или из алюминия, или даже печатает его на 3D принтере. То есть у него есть пунктики. Из-за этого, да, мы, конечно, ждали все это 1,5, 2, 3, 8, 15 лет, но тем не менее результат вроде как с первого раза положительный, потому что машина выдержала диностенд. И как вы видели сами на диностенде, там было 611 лошадиных сил и 950 ньютон-метров крутящего момента. Это много. И это было сделано с первой попытки, с первого раза. То есть машина просто очень долго собралась, приехала и настроилась. С нее по состоянию на сейчас ничего не капает, не льется, как-то противоестественно себя не ведет. Единственное, что у нас бортовик сейчас чуть-чуть ругается иногда, когда ты дашь газу, а потом отпускаешь и станешь резко на светофоре, что температура охлаждайки 97, при этом температура масла 85. Она вообще холодная, потому что масло Радик, которое здесь стоит, исполинских размеров, очень хорошо отводит все тепло. То есть удивительная история. Да, машина, конечно, не закончена. Это техническая серия. Не переживайте. Есть куча мелких косячков, которых мы устраним. Начиная от того, что, во-первых, у нас за все это время пребывания проекта кузов начал разбивать вот здесь, вот где у нас со смещением рама относительно нового кузова была, поэтому краска отлупилась. Заканчивая тем, что у нас просто начала тупо гнить крыша. За столько лет, да, крыша родная, от той самой первой машины, напомню, и она начала гнить. То есть надо просто этим чуть заняться. Но сейчас к нашей вот первой серии, в которой мы, напомню, в одном видосе мы заехали на старом моторе, который ехал 4.2, а выйдем на новом, который едет, мы еще даже не знаем сколько. Основная задача вообще всей этой серии — понять, ляжет ли коробка, возможно ли вообще эксплуатация теперь этого автомобиля с этой коробкой и что делать дальше. Ну, кроме того, что очевидно, нужно менять резину. Господа, в отличие от предыдущих серий на моем канале, где я вам рассказывал, сколько стоят мои проекты итого, в случае с УАЗиком я сделать этого не могу, потому что он строится уже так давно, такими этапами и через такие интервалы, что я уже совсем все позабыл. Нет никакого представления. И многие из вас сходу скажут: да что они себе позволяют, сколько денег они в это валивают. А я могу сказать: мы можем позволить себе все, что угодно. Потому что со сплитом все платежи делятся на 4 равных платежа без процентов. Поэтому если вдруг вы что-то хотите купить себе покруче, более жирную комплектацию, или смотрите, что сейчас в моменте, но чуть-чуть не дотягиваете до того, что хотите, не вопрос, сплитаните. Работает все это максимально просто. Делаете покупку как обычно, а сумма платежа делится на 4 равные части. Первая из которых списывается прямо сейчас, в моменте покупки, и остальные части списываются в течение 2 месяцев. Все очень просто и без процентов. А если хотите узнать каких-то больше подробностей, то все ссылочки, естественно, будут в описании под этим видео. Ребята, огромное количество изменений у нас теперь в салоне. У нас раньше здесь были датчики там уровня топлива, что-то еще там выводилось, я уже даже не помню сейчас. Температура охлаждающей жидкости сюда выводился датчик. И третий у нас здесь был
еще какой-то, я уже забыл. Теперь огромный просто монитор. По-английски это называется неправославным словом дашборд, поэтому я буду называть это все равно приборкой. Она электронная в виде большого монитора, и ряд кнопок под ней теперь также претерпел изменения. Здесь теперь вот такие красивые кнопочки, крутилка, нажималка, джойстик она же. И вот это реально, ребята, это реально мощность, чтобы вы понимали. То есть тут просто вот теперь накручивается вот так. Пока что еще не накручивается, ничего не настроено, не переживайте, скоро сделаем. Но тем не менее, давайте включим зажигание. И через какое-то время эта штука оживет. Смотрите, фигак, антигелик. Russia Racing был, еще мой логотип и так далее. И сама приборка с приборами. Приборы здесь, как вы понимаете, это вещь цифровая, поэтому они могут быть от чего-то. Сейчас это что-то похожее на феру тоже может быть, кстати. Или что-то еще. Это у нас... Вот, по-моему, фера желтая. Это логично. А то, наверное, была какая-нибудь ламба. Это BMW. То есть я могу поставить приборку от BMW, например. Понятно, что каждый из этих параметров я еще могу менять и настраивать. Это TRD, вы понимаете, это Toyota старая спортивная. Это просто некий вот, да. И, собственно, мы возвращаемся обратно, видимо, к ламбе. Скорее всего, это она. Плюс, если мы будем долго крутить вправо, мы уйдем, внимание, с вами в игрушку с Марком, который уже сразу потрачено в Омске. Но сейчас ситуация изменится. Сейчас, секундочку. Сейчас мы перепотратим Марка. О, Марк прыгает, смотри, Марк прыгает между столбами. Сейчас. Маркасик, давай, самурай, держись. Я поймал столба на маркасике сразу, все. То есть вот такая приборка. Это можно скинуть, то есть в пробке сидишь, играешь там, все кайфуешь, возвращаешься, настраиваешь все необходимые параметры. Мы можем, понятно, на приборке нажать вот здесь, делать настройки, все это сейчас вот так вот, двигатель, сенсоры, входы, выходы, лампы, короче, просто крутишь это, яркость, например, вот так настраивается, но он же всякие настраивает предупреждения, на него вводится куча информации, в общем, помимо этого, вот эта вот крутилка, которая я сказал, что отвечает за мощность, по факту так и есть. Ты выбираешь программы управления двигателем, коробкой, некие предустановленные, грубо говоря, конфиги, которые могут себе задействовать буст, которые, собственно, реагируют на мощность и так далее, и так далее. То есть вот этим переключателем ты сразу можешь выбирать это как вот M1 и M2 кнопки здесь, а здесь просто вот их 12 положений, этих вот предустановленных настроек, которые вы можете заранее сконфигурировать и сюда загрузить. Эта кнопка у нас включает и выключает полный привод, как я понимаю, это блокирует, по-моему, diff межосевой или нет, и это делает что-то еще, мы еще не поняли, Денис мне и так 2 часа рассказывал про то, как это теперь все по-новому капец работает. В общем, вот такая приборка, штатный спидометр при этом оставлен, и он также работает, крутится, и эта приборка еще, опять же, немножко недоделана. Очень важный показатель здесь у нас это температура коробки автоматической. Он очень важен, и он даже сейчас показывает 23, конечно же, это неправда. Причем датчик выдает температуру и показания правильные на сам блок, а блок управления двигателем электронный на приборку уже выдает показания почему-то неправильные. В общем, нужно чуть больше времени, хотя вот 2 года была машина у нас в ремонте, но нужно еще чуть больше времени. Что ж, вся жизнь впереди, как говорится, поэтому однажды это тоже сюда настроится и будет работать, ну, совсем идеально. А пока что кайфуем. Ребята, настало то самое время попытаться замериться. Попытаться замериться и заодно попытаться погоняться. Это на самом деле я очень переживаю, вы не поверите. Потому что ситуация Bridgestone от SsangYong, которому, скорее всего, лет 8-10. Это дубовейшая история, которая, тем не менее, позволила нам ехать 4,2 до сотки. 4,2, господа, мы ехали на этой машине до 100. Это фантастика. У нас в этой машине стоит с завода коробка, которая предназначена, чтобы работать вместе с двигателем с крутящим моментом 440 ньютон-метров. Его сейчас 950.
То есть, если вкратце, у нас нету никаких слагаемых успехов для того, чтобы выехать из 4. Никаких. И серия техническая. Всем остальным мы должны заниматься, по идее, в следующей серии. Более того, коробка теперь управляется собственным электронным блоком управления, отдельным. Он стоит в ногах у пассажира справа. И ее нужно для начала настроить. Но мы закончили техничку, мы собрали мотор, мы его настроили. Почему бы как-то не попробовать, не взять и заехать? Совершенно случайно мимо проезжали уважаемые люди из Осетии, которые совершенно случайно обладают Гелендвагеном, который в стоке должен ехать 4.4, но здесь по совершенно неопределенным причинам, возможно, ехал под горку. По замерам буквально недавно пошел 4.1. Победим мы сегодня или нет, по сути, не важно. Мы просто только собрались и выехали. Но попробовать для зрелищности, безусловно, стоит. Погнали! Итак, пацаны, что мы попробуем вначале? Мы попробуем просто разогнаться 0-100, даже без ланча. Мы спокойно снимем ногу с педали тормоза и спокойно поставим ее на педаль газа. Будем смотреть на поведение машины, как раздувается, не раздувается, потому что действительно это самые первые выезды. Все по-настоящему снимаем. Понимаете, если бы мы заранее знали, сколько мы едем, мы заранее знаем, сколько едет моя машина, заранее знаем, сколько едет гелик, не было бы того вот азарта и интриги. Так все снимается прямо на живую. Я не раздулся, я раздулся. Я раздулся, и я поехал! Даже без ланча! Это было очень быстро! Я поехал без ланча! Я просрал старт! Сказать, что у меня трясутся руки, друзья, это ничего не сказать! Ну 60 же не может быть 3.8. Ну теперь попробуем чуть поагрессивней. Потому что Вадим тоже не ланчевал, ничего не делал. Еще раз, да? Да. Будете раздуваться или так же? Я чуть подраздуюсь, да. Потому что у меня совсем не было старта. Уходим. У меня писало до сотки 5.1 сейчас, то есть типа мы не разогнались. Не знаю, с чем это связано, но типа мы оба хронически не едем. Но я всегда ухожу на 2-й, на 3-й на бусте. У нас самое странное, что при этом телеметрия пишет до 105. Хотя ухожу я просто в космос, да? У меня пишет 5.1 до 100. Возможно, зря я только что уронил на асфальт. Logic. Пробуем с ланча, но у нас есть небольшие проблемы. Ланчи у меня еще никто не настраивал. То есть мой условный лонч — это я просто зажимаю 2 педали, не более того. Поэтому пробуем сейчас, видимо, что-то изобрести. Я слел, у меня нет ланча. Я его съедаю дальше. Я его все равно съедаю. Поскольку у меня нет ланча, на старте я проигрываю. Естественно, и гелик уходит вперед. Но при этом на скорости дальше я его догоняю в любом случае. Это значит, что сейчас у нас было 4.6 до 100. Это плохой результат. Но надо донастраиваться и прописывать ланчи. И что самое невероятное из всего этого, что это держит коробка. Слушай, ну ланча у меня нет. Вообще никакого ланча нет. Но при этом 4.6 я поехал, и все равно я съел его после светофора. То есть удивительно, насколько... 93. Да? Скоро. И в конце я тебя еще обошел. Да, То есть у меня, видимо... 93, и он уже вот, я уже понимал, что... Я просто думаю, дальше будут топить, он сейчас на все лапки поедет, а его еще надо остановить. То есть, короче, у меня квотер примерно как у тебя, видимо. А старт нет ланча вообще. Условно говоря, на квотер в среднем скорость 180. Да. То есть даже квотер ты, наверное, привезешь, а на милю все равно ты привезешь. У меня максималка, я за 200 никогда не ездил. Да, для него 200 перед. Короче, надо настраивать лонч, потому что удивительно, насколько я настигаю на ходах. Мне казалось наоборот. Ты вот сейчас видел, с ламча поехал? Да, с лаунча ты поехал хорошо. Я там вообще просто там 2 корпуса или сколько там, или корпус точно ты увез очень капитально.
моментально. И потом у меня раздулась турбо, я такой так уверенно. Нагнал он. Да. На финише он нагнал, да. Но нет ланча, и все равно 4,6. То есть до сотки я медленный, потому что нет ланча. Впрочем, Денис предупреждал, что ланчи не прописаны, что их пока нет. Так же, как и коробка, не настроена. Поэтому, вероятнее всего, мы сейчас установили что? Что, во-первых, что она жива. Смотри, коробка живет. Потому что, видимо, и нет ланча, поэтому и коробка и живет. Она мягко трогается. Появится лонч, ляжет коробка. Но мы установили, что пока эта система живет. Сейчас мы дадим ей остынуть, я попробую еще раз раздуться. Все-таки, еще раз. Мне повезет. Так, господа, я здесь один разик проехался. У меня получилось 4,3, без камер, просто попробовал пораздуваться. Раздувается она очень долго, но раздувает это все равно не лонч, это все равно неправильно. По ощущениям, коробка уже начинает чуть подложиться, поэтому один последний заезд, на котором я реально попробую раздуться. Посмотрим, что сейчас получится. Нервы. Отлично идет! Это было жестко! Это было максимально жестко. Стартанули одновременно, стартанули на все деньги. Стартанули хорошо, шли прямо жестко. 4.1 также я показал, что в принципе очень похоже на правду, потому что гелик, который тоже едет 4.1, тоже примерно так же ехал со мной зуб в зуб. Это было круто. То есть, опять же, честные показатели и у него. И я все-таки после сотки раскрылся. Что ж, господа, наш маленький, очень маленький, еще далеко не окончательный, еще неправильный, не собранный, но тем не менее успех. Успех заключается в том, что новый мотор едет и не сложил под собой коробку. Возможно, потому, что он по разгону такой же, как и предыдущий мотор. То есть нам не реализовать большее количество мощности и момента по ряду причин. Возможно, сама коробка неправильно его передает, не реализовывает. Возможно, нам не хватает также шин. Всю первую передачу у меня морда скользит. Это чувствуется по рулю, потому что когда ты разгоняешься на первой передаче, рулем можно делать что угодно, он все равно будет ехать прямо, потому что колеса пробуксовывают. Это меньше из проблем. Это вообще не проблема, потому что уже сейчас прям вот у меня пропущенный от Андрея ZT Tuning. Он чувствует эти движения реально, говорит, Мишлин тебе надо или что сейчас, или что-то просто более держаковое, чем резина от Саньонга, бэушная, которой действительно уже 8-10 лет. Дальше мы получим зацеп, скорее всего, мы получим положенную коробку. Дальше нужно настроить просто ланчи, чтобы они были. Сейчас турбина раздувается очень поздно. Через это с места в обычном режиме с двух педалей ее не раздуть. Мы проигрываем все старты. У нас 0-100, 4-1. Потом, когда пошла вторая, третья передача, и все-таки турбина раздулась, мы получаем, да, 600 сил. И это заметно просто потому, что мы уходим от более тяжелой машины на 600 сил. И мы, возможно, даже, знаешь, что еще? Мы, наверное, чуть уже. Может быть, даже аэродинамика у нас, как бы это глупо ни звучало, лучше, потому что мы просто... Я узкий. Это... Ну, я... УАЗик узкий, в смысле, относительно. Да, и я тоже такой же, да, щеки не мешают, видишь. Возможно, поэтому. То есть вот эти вот все тонкости, они уже где-то там на 100, 150, там 180, они дают преимущество какое-то. Во всем остальном, действительно, вот 600 сил и вот 600 сил. Едут они одинаково, но мы должны ехать 3,7. Нужно реализовывать момент, потому что 4,1 мы уже ехали на 400 силах. И для этого нужно завершить все эти донастройки. Все-таки я уверен, что мы поменяем коробку в следующих сериях, потому что когда прилетит держак, гидротрансформатор, сейчас лишняя мощность уходит просто в пробуксовку передней оси на старте.
Только вот это происходит. Когда мы получим этот держак, все, мы сожгем пакеты в той же коробке. В общем, ребят, впереди все самое интересное. Мы пока что никак не готовы к нагибанию Уруса, как мы и говорили раньше, и даже мы не готовы к нагибанию гелика того же на чипе. Потому что здесь мы имеем практически стоковые значения. Но эту штуку можно зашить, и то, что 3.7 они едут, это факт доказанный, и в интернете таких много. Нам очень еще много предстоит работы, но это уже будет гораздо быстрее, чем 2 года. Я, по крайней мере, надеюсь. По крайней мере, уже на днях встречаемся с коробочником. Не с коробочником, а с представителем Pacman Soft. Настраиваем коробку на своих мозгах. Потом Денис отстраивает, до конца достраивает ланчи. Довыводим все необходимые будильники на место, чтобы все-таки температуру коробки показывал дашборд. И так далее, и так далее, и так далее. Ребята, впереди суетливый сезон. Всем огромное спасибо, что смотрели эту серию. Огромное спасибо Вадиму Казбековичу за то, что сделал эту серию колоритной, как его темперамент. Вам всем огромной удачи и пока. Нам всем, естественно, не то, что огромной удачи, а вообще веры в себя.